Всем привет! Это канал True Kitchen. В этом видео я покажу, как приготовить суши-роллы дома. И первое, с чего я начну, это заправка для риса. Для того, чтобы приготовить заправку для риса, нужно смешать уксус с сахаром и солью. Уксус желательно взять рисовый, если его нет, подойдет обычный белый, и либо же яблочный. В миску наливаю 100 грамм уксуса. Добавляю 80 грамм сахара. Сахар использую обычный, рафинированный. И соль 6 грамм. Теперь это перемешиваю. Сахар сразу весь не растворится. Вот такой вот раствор у нас получается. Нам нужно будет его еще периодически несколько раз перемешивать. И за время приготовления риса и всех ингредиентов для роллов эта заправка у нас станет однородной и прозрачной. Пока что я ее отставляю. Заправку я буду добавлять в рис после его готовности. Это придаст ему вкус и аромат. Также сделать его более липким. Теперь подготовлю матик. Его можно найти и купить в любом магазине, так что это не будет проблемой. Подготавливаю доску. Она поможет мне подпереть пленку. Отматываю один слой. Таким образом. И выкладываю матик. С этой стороны заворачиваю. Оттягиваю еще один слой. А если без пленки? Если матик не обматывать пленкой, рис будет очень сильно приставать к самому матику, и он станет очень быстро грязный. Достаточно будет 2-3 слоя. Желательно, если вы работаете в ресторане, брать пленку более широкую, и тогда матик будет закрываться пленкой полностью и с небольшим нахлестом. И затем одну из сторон нужно будет обрезать и завернуть и немножечко подпалить. Для домашнего варианта этого будет достаточно. То, что здесь будет немножко открыто, ничего страшного. Нам нужно будет скрутить 1-2 ролла буквально. Здесь я отрезал, подвернул. И на сегодня нам этого будет достаточно. Если кому-то будет интересно, как полностью закрывается матик, вы можете посмотреть видео в интернете, либо напишите мне, я вас сниму отдельное видео на эту тему. Вот такой матик у нас получается. Пока что его откладываю. Теперь займусь рисом. Я взял специальный рис для суши. Вы можете взять любой другой, но он должен быть непосредственно для суши. Обычный длиннозернистый, либо круглозернистый не подойдет. Сейчас я его промою. Для этого я беру 1 стакан риса полный. Высыпаю его в сито. И сейчас буду промывать под холодной водой. Его нужно промыть хорошо. До того состояния, когда с него уже будет стекать прозрачная вода. Таким образом мы вымываем лишний крахмал, для того чтобы рис после приготовления не сбивался в кучу, не становился одним комом, а был более рассыпчатый. Это, как правило, занимает 2-3 минуты, не дольше. Далее нам нужно его отварить. Если у вас дома есть рисоварка, либо мультиварка, воспользуйтесь ею. Рис у вас получится идеальный. Если у вас нет таких приспособлений, то можете воспользоваться обычной кастрюлей. Единственное, что должно быть обязательно двойное дно. Рис у нас уже постоял на сите, с него вода стекла. Теперь пересыпаем его в кастрюлю. Теперь нам нужно залить рис водой. Есть определенное правило по соотношению риса и воды для варки риса. В среднем это 1 к 1. Но есть нюанс. Если вы варите много риса, то пропорция практически строго 1 к 1. Единственное, что вы должны учитывать, что после промытия риса в самом рисе остается еще какое-то количество воды. То есть даже если вы уже потом набираете в стаканах, нужно чуть-чуть меньше, чем 1 к 1 брать. Если вы варите маленькое количество риса, то вам понадобится пропорция где-то 1 к 1,1. То есть воды немножко больше, чем риса. Это важно. Да, на такое количество риса, вот сейчас мы взяли 1 стакан, нам надо будет 1 стакан воды и еще чуть-чуть.
Так, теперь здесь выравниваем рис. Он не должен быть у нас нигде на стенках. И вода должна полностью покрывать наш рис. Есть. Теперь ставим на огонь. Рис ставим сначала до закипания на средний огонь. И если у вас есть кастрюля с прозрачной крышкой, будет идеально, чтобы вы видели, когда рис закипит. Если нет, тогда ориентируйтесь на звук. Но после того, как вы закрыли рис крышкой, открывать эту крышку нельзя. Иначе выйдет лишний пар, и верхняя часть риса приготовится неправильно. Она будет полусырой. Поэтому сейчас ждем, пока рис закипит. Так, я вижу, что рис уже начинает закипать. Я еще чуть-чуть буквально подожду, пока не начнется активное кипение. И вот оно началось. Теперь уменьшаем огонь практически до минимума. То есть рис должен продолжать кипеть, но не чересчур сильно. Для того, чтобы он приготовился, был мягкий. И ставим таймер на 20 минут. Так, теперь займемся начинкой. Для начинки я буду использовать огурцы и авокадо. И для верхнего покрытия я буду использовать креветки. Сейчас займемся креветками. Для того, чтобы нам приготовить креветку, нам нужно ее отварить. Для того, чтобы ее использовать для покрытия, ее нужно нанизать на вот такие вот бамбуковые шпажки. Найти их тоже не проблема. Как это делать? Для начала загоняем шпажку под кожу с внутренней части креветки. Вот таким образом. При этом саму креветку мы выравниваем так, чтобы она была ровной. Протыкаем полностью. Теперь берем следующую креветку. И еще раз. Медленнее. Загоняем вот так вот. Через хвост. И здесь до конца. И здесь еще одна поместится. Вот таким образом. Я эту шпажку еще сейчас разрежу на 3, для того, чтобы мне ее было удобно отварить. Таким образом готовятся креветки на нигири, на покрытие роллов. И в принципе, если вы хотите употребить их в вареном виде, так будет очень симпатично. Креветки предварительно были заморожены. Это калибр 16-20. Соответственно, их сначала нужно разморозить и затем нанизать на шпажки. Так, теперь я их разрежу, для того, чтобы они у меня без проблем поместились в кастрюлю. У меня просто более маленьких шпажек не было. Поэтому... А на зубочистке не получится, да? Ну, на зубочистке теоретически можно, но может не хватить длины. Это будет сделать неудобно. Креветки я подготовил и уже поставил кастрюлю с водой на огонь. Как закипит вода, будем варить наши креветки. И пока у нас есть время, я наберу миску с холодной водой для того, чтобы наши отварные креветки быстро охладить. Делать это нужно для того, чтобы креветки не были резиновые. Если их быстро не охладить, они в горячей воде, либо в горячем состоянии дойдут и будут очень-очень твердые. Поэтому, если у вас есть лед, вы можете даже в холодную воду добавить льда, для того, чтобы вода была как можно более холодной. И не забываем за нашу заправку. Вот видите, сахар уходит в осадок, еще какая-то часть, поэтому периодически нужно мешать. Вода для креветок у нас закипела. Отправляем наших малышек туда. И засекаем 3,5 минуты. Креветки этого калибра 16-20 варятся при погружении в кипяток примерно 3,5 минуты. Если переживаете, после того, как мы их достанем, можно будет разрезать и посмотреть. Если они будут полностью белые, значит они готовы. Если где-то будет прозрачные части или серые, значит креветка еще сырая. И вы можете доварить. Главное не переварить. Это самое плохое, что может быть. Когда вода закипит, сделайте чуть-чуть огонь меньше. Потому что вода должна быть горячая, да? Должно быть кипение, но не слишком большое, чтобы они не получились у нас жесткие. Теперь наши креветки я погружаю в воду, заранее подготовленную. Вот видите, они у меня белые,
И здесь вот видно даже, что немножко свернулся сок. Это говорит о том, что они 100% готовы. И оставляем их пока что в воде до полного остывания. Не забываем помешивать нашу заправку. Видите, сахар уже почти растворился. 20 минут прошли, рис у нас должен быть готов. Я выключаю огонь и накрываю кастрюлю полотенцем. Чем более плотное будет полотенце, тем лучше. Можете снять там с плиты, допустим, чтобы вы не переживали. Вот. И кастрюля в таком виде должна постоять где-то еще хотя бы минут 15. Там 15 до 20. Но не слишком долго. Если рис остынет, потом он неправильно смешается с заправкой. Я об этом чуть позже подробно расскажу. Продолжу заниматься начинкой. С огурца срезаем попки. Нам одного будет достаточно. С него нужно срезать шкуру. Если вы не владеете особыми навыками нарезки ножом, то можете срезать шкурку примерно так, чтобы не добраться до мякоти. Вот эта часть нам не нужна. Нам нужна только твердая и сухая мякоть. То можете обрезать огурец таким способом. И затем тонко нарезать шкуру. Именно шкура будет идти у нас вовнутрь ролла, а не сердцевина. Сердцевину на роллы не используют, потому как в ней очень много жидкости. И затем ролл изнутри размякает и получается не такой стабильный и плотный, как должен быть. Ну и плюс концентрация вкуса все-таки больше идет в шкурке. Теперь авокадо. Делаю надрез с одной стороны и прорезаю по окружности. Вот таким образом. И раскрываем. Нам понадобится на данный ролл несколько слайсов. Срезаем их. И снимаем шкурку. Шкуру можно снять сразу, а потом нарезать. Это как хотите. Просто та часть, которая останется со шкуркой, дольше сможет пролежать в холодильнике. Не забываем помешивать нашу заправку. Что касается крем-сыра, не скупитесь, берите хороший, потому что вкус ролла там, на 30-40% состоит из вкуса вашего крем-сыра. Плюс он должен быть плотный. Если крем-сыр будет плотный, ролл вы скрутите красивый, и после нарезки он будет выглядеть хорошо. Вы можете его наносить на ролл при помощи ложки. Обратной стороной, я сейчас тоже подробно это покажу. Либо можете заправлять крем-сыр в кондитерский мешок и выдавливать его мешком. У нас, допустим, в ресторане именно так и выдавливается крем-сыр. Так удобно, быстро, можно много роллов сделать за короткое время. Воду с креветок сливаем, они остыли. Теперь убираем шпажки. И чистим креветку от панциря. Чистите от панциря аккуратно, для того, чтобы не разорвать саму креветку. Для того, чтобы она выглядела красиво. Все. Пока что с этим все. И так проделываем с каждой креветкой. Теперь нам нужно разрезать креветку пополам, но не до конца. И при этом убрать кишечник. Сейчас покажу, как это делать. Зажимаем креветку между пальцев и чуть-чуть прорезаем вдоль. Прорезали. И дальше немножко давим ножом до хруста. Это говорит о том, что мы дошли до спины. Дальше здесь у нас есть кишечник. Вот он. Здесь немножко попалось, который мы должны убрать. И затем промоем под водой. Так нужно проделать со всеми креветками. Важно не прорезать спину.
для того, чтобы вы не теряли внешний вид, чтобы здесь она была целая. Теперь промываем креветки под холодной водой. Убираем остатки кишечника. Теперь выкладываю креветку на салфетку для того, чтобы избавиться от лишней влаги. Нам для ролла понадобится 4 штучки. Я сделал с запасом на всякий случай. Все ингредиенты для ролла я подготовил. Сейчас у меня уже почти подошло время доставать рис. Рис нужно будет сейчас достать из кастрюли в какую-то емкость, в которой нужно будет смешать ее с заправкой. Желательно делать это в каком-то вот таком пластмассовом боксе, либо пластмассовой, либо деревянной миске, но только не в металлической. Почему? Потому что в металлической миске либо кастрюле рис будет очень сильно прилипать. Соответственно, сейчас я рис достану сюда и смешаю уже с нашей заправкой. Кстати, для самого перемешивания я буду использовать силиконовую лопатку, но можно использовать деревянную или пластмассовую по тем же причинам. Заправка у меня уже, как видите, готова. Осадка нет. 20 минут прошли. Снимаю полотенце. Возьму перчатку на всякий случай. И теперь выкладываю рис в бокс. К дну, скорее всего, сейчас пристал рис. И его снимать не нужно. Вот видите, этот у меня хорошо отстает, а этот нет. Вот его лучше и не трогать, потому что на дне он будет чуть-чуть пригоревший и слишком твердый. Соответственно, нам нужна вот эта вот часть, которая не пристала. Причем, если будете его варить много, вот этот слой будет такой же самый. То есть в домашних условиях выгодно, конечно, варить больше риса. Вот это нам не понадобится. Так, я отмерил 60 мл заправки. Ровно столько нам сейчас понадобится. Это на 1 стакан риса. Выливаем его к рису и перемешиваем. Рис у нас должен хорошенько остыть и по максимуму впитать в себя нашу заправку. Там первые пару раз нужно будет рис перемешивать в течение, через каждые 3-4 минуты, а затем его можно будет оставить где-то на полчаса, может быть минут на 40. Я вот покажу, почему этот рис нельзя использовать. Специально отколупаю кусочек. Вот этот вот рис, он очень-очень твердый. Я даже пальцем его не могу разломать. То есть эта корочка пересыхает. В ресторане в рисоварку ставят специальный силиконовый коврик, который защищает рис от вот этого пересыхания нижней корочки. Поэтому не жалейте, вот это придется выбросить. Либо на крайний случай сделать с этого тефтери, либо в суп добавить можно. Но в роллы это уже не пойдет. Прошло минут 40 всего. Я первые пару раз смешал там через каждые 5 минут рис, для того, чтобы он остыл. И затем его оставил еще минут на 20-25, то есть всего 40. Он теперь стал более плотным. Видите, он сбивается в кучу без проблем. Вот, именно это состояние нам и надо. Я сейчас, когда буду еще надевать перчатки, покажу, как я проверяю рис. Для того, чтобы работать с рисом руками, желательно использовать вот такие виниловые перчатки. Это в идеальности. Почему? Потому что к ним практически ничего не липнет. Понятное дело, что если вы дома и у вас есть такие перчатки, классно. Если нет, то руки желательно смазывать маслом, а не водой, как можно увидеть во многих других видео. Поэтому перчатки у меня есть, надеваю. Раскладываю наш матик. На руки я добавил немножко подсолнечного масла. Распределяю по перчаткам и теперь по матику. Масла нужно буквально 2-3 капли, немного. Теперь на матик ставлю нори. Нори с шершавой частью вверх.
именно на эту часть нужно раскладывать рис. Это у меня не целый лист, я взял с работы уже надрезанный, то есть целый лист где-то вот такой вот. Я его сделал немножко короче, для того, чтобы вместилась вся начинка. Теперь, что касается риса. Смотрите, для того, чтобы понять, достаточно ли хорошо рис остыл, ну и в принципе качество риса, нужно с него попробовать сформировать вот такую вот небольшую лепешку. Если рис держится, значит все окей. Если вы нормально не можете сформировать, она у вас разваливается, значит рис либо неправильно приготовлен, либо нужно дать ему еще немножко постоять. Я беру шарик риса, здесь я уже отвесил 150 грамм. И теперь начинаем распределять по норе. Как это делать? Нам не нужно давить на первом этапе рис в норе. Для начала мы просто распределяем его. Во время распределения стараемся сделать так, чтобы у нас был зазор сверху норе где-то сантиметр-полтора. И примерно так же у нас на это расстояние должен оттопыриваться рис снизу. То есть определенный запас должен быть снизу риса. Как понять, насколько нужно делать широким вот эту вот полоску риса и насколько широким полоску нори? Все зависит от того, какое количество начинки вы будете использовать. То есть, чем больше будет начинки, тем больше нужно делать вот эту полоску нори. Здесь у меня где-то чуть-чуть больше, чем половина листа, и начинки нужно сюда положить много, для того, чтобы был красивый узор на срезе. Соответственно, отступ, вот этот вот нижний и верхний, будет всегда одинаковый. Но в зависимости от количества начинки, ширина риса и ширина нори будет пропорционально уменьшаться. И наоборот, если вы хотите большие роллы, то нужно увеличивать количество риса и нори пропорционально. Если вы возьмете слишком широкий кусок нори и положите мало начинки, у вас получится внутри ролла девятка. Либо с какой-то из сторон ролла будет очень много риса. И наоборот, если вы возьмете маленькую полоску нори и положите много начинки, ролл вы не сможете закрыть, и он в каком-то месте у вас лопнет. Поэтому этот момент очень важный. Вы даже в процессе скручивания можете понять, если вы не можете сомкнуть нори и нори, то нужно какую-то часть начинки убрать. Иначе вам придется просто переделывать заново ролл. Так, теперь начинаю ложить начинку. Основа нашей начинки это крем-сыр. Ее можно выкладывать на ролл при помощи ложки, либо заправлять в кондитерский мешок, как делают на большом производстве. Так как мы дома, мне ложки будет достаточно. Беру крем-сыр обратной стороной ложки, выкладываю на ролл. И так делаю несколько раз. Здесь примерно 90 грамм будет. Примерно. Далее выкладываю нарезанный авокадо. Три слайса, где-то грамм 30 максимум. И огурец. Огурца грамм 20. Все, стараемся, чтобы у нас твердая начинка всегда была от вас, с этой стороны. Для чего? Для того, чтобы во время скручивания вы могли как бы за нее взяться. Это важно для того, чтобы сделать плотный ролл. Так, переставляю нори с рисом, нашу заготовку ближе к краю и начинаю закручивать. Как закручивать? Вы придерживаете большими пальцами матик и нори с рисом должны обогнуть нашу начинку полностью, целиком. И при этом пальцами вы задерживаете начинку. Таким образом. Вы начинаете крутить. И на этом этапе у вас нори должны закрыться почти под расчет. Чуть-чуть зажимаю начинку. И делаю еще один оборот. И здесь еще раз поджимаю на себя. Как видим, ролл закрылся. И делаем еще один оборот. Дальше мы делаем движение, как я уже начал это делать. Мы приглаживаем ролл, придавая ему определенную форму. В данном случае я делаю классические квадратные роллы.
Поэтому я формирую из матика форму квадрата. И придавливаю с одной стороны ролл, затем его переворачиваю и придавливаю с другой стороны. Далее мы открываем. Проверяем, чтобы не было вот таких вот залысин. Если они есть, можно сверху добавить чуть-чуть риса. Еще раз я чуть-чуть придавливаю. Теперь поджимаем края, для того, чтобы наши края ролла были плотные. И так же самое с другой стороны. Так, теперь нам нужно наши креветки раздавить, для того, чтобы они хорошо легли на ролл. Для этого плоскостью ножа я раздавливаю одну половинку, вторую половинку. И таким образом я получаю вот такую вот плоскую креветку. Если вы боитесь сделать это ножом, это можно сделать сотейником, либо чем-либо другим. Через пищевую пленку, либо через пергамент. Я уже приловчился это делать ножом. Но вы делаете как вам удобно. Раздавить креветку нужно для того, чтобы она хорошо легла на ролл и заняла большую плоскость. В нераздавленном виде лучше использовать для нигири. Там, где просто идет комочек риса и креветки. Теперь выкладываем креветки через одну. Вот так вот, одна в ту сторону хвостом, одна в эту сторону хвостом. И закрываем матиком еще раз и еще раз придавливаем. Для того, чтобы креветки хорошо прилипли к нашему рису. Вот наш ролл готов. Теперь матик я временно убираю. Я подготовил влажное полотенце, это для того, чтобы вытирать нож. И воду, для того, чтобы смачивать нож. Смачивать нужно для того, чтобы у нас был гладкий надрез и кусочки еды нигде не разбрасывались. И полотенце нужно для того, чтобы периодически вытирать этот нож. Мы окунаем нож в воду и смотрим, чтобы капелька прокатилась по всему острию ножа. Для того, чтобы у нас было смочено все острие. То же самое можно делать под краном, как вам удобно. Далее ищем середину ролла. В данном случае, если мы кладем креветки штучно, очень удобно найти середину между двумя. Режем. Желательно, чтобы нож был очень острый, для того, чтобы срез был аккуратный, гладкий. Если у вас будет недостаточно острый нож, то даже самый красивый ролл у вас будет порезан очень плохо. Ну и, соответственно, он потеряет товарный вид. О том, как правильно заточить нож, как просто это сделать, у меня есть отдельное видео, ссылочка сейчас будет сверху. Еще раз смачиваю нож и надрезаю правую сторону. Это так называемые жопки. Если вы делаете дома, вы можете их оставлять, в заведении, как правило, их выкидывают. Еще раз смачиваю нож, режу посередине. Еще раз вытираю нож, еще раз смачиваю. Режу теперь первую половину. Вторую половину я переставляю к началу. Для чего? Для того, чтобы наш правый срез, а он, как правило, не самый красивый, так как это самая крайняя часть, мы ее прячем в середину. Нож смачиваем. И режем еще раз левую половину. И таким образом мы получаем одинаковых 6 кусочков. Теперь я еще раз чуть-чуть подтягиваю матиком, для того, чтобы убрать все неровности. Не сильно, просто мы больше приглаживаем, чем давим. И придаем конечную форму. Как видно, у нас на срезе нет девятки, рис разложен равномерно.
Это говорит о том, что мы хорошо поработали над самой раскладкой. Ну, наконец-то наш ролл готов. Сейчас попробуем. Ну, что я могу вам сказать? Получилось вкуснее, чем в некоторых доставках. Очень неплохо. Самое классное в этих роллах это то, что все свежее. Креветку сварили сегодня, огурец только нарезали, авокадо только нарезали и шикарная Филадельфия. Друзья, рекомендую дома хотя бы раз попробовать сделать суши самому. Я постарался рассказать как можно больше всех нюансов, которые вам могут пригодиться. Если у вас еще будут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Я всегда буду рад вам ответить. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Я пошел кушать суши.